Есть игры, которые оставляют после себя такой след, что спустя годы все еще хочется найти что-то похожее. Хоть и Готика обзавелась уже ремейком, многим игрокам нравится вспоминать именно оригинал. Не из-за графики или масштаба, а благодаря живому миру, свободе действий и ощущению, что ты сам выбираешь свой путь. Вот тебе еще 5 игр, которые очень близки по духу с оригинальной Готикой. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Эллингард Ascension. Тебе предстоит играть за обычного жителя небольшой деревни, которого преследует загадочное проклятие, а поиски способа избавиться от него постепенно превращаются в большое приключение, полное опасностей, тайн и попыток разобраться в собственном предназначении. Игра сочетает ролевую систему с боями в реальном времени и возможность уставить действие на паузу. По мере прохождения открываются различные архетипы, включая воина, разбойника, мага, жреца и друида. Во время сражения можно выбирать разные подходы к бою, переключаться между режимами управления и, в общем, подстраиваться под ситуацию. Здесь приходится решать, как защищаться, какие способы использовать и каким образом развивать персонажа. В игре есть огромное древо навыков, без ограничений по классам и уровням, а способности можно настраивать, изменяя различные параметры. Дополнительно доступны создание предметов, зачарование снаряжения, торговля, выполнение основных и побочных заданий, а также исследование полуоткрытого мира, вдохновленного классическим фэнтези. На текущем этапе раннего доступа игра уже включает пролог и первую главу с заявленной продолжительностью от 40 до 70 часов, а также около 300 способностей, систему создания и зачарования предметов, множество заданий, диалогов и игровых событий. Интересный факт. Во время работы над демо разработчик неожиданно получил большое количество отзывов от фанатов Dragon Age и Neverwinter Nights. После этого он начал экспериментировать с более динамичной боевой системой, добавляя элементы выносливости и стаггеров в духе Dark Souls. А защита деревни ломалась не только из-за багов ИИ, но и из-за найденных игроками эксплойтов. Outward Definitive Edition. Ты не избранный герой, а обычный искатель приключений, которому приходится выживать в суровом мире Аураи. Здесь опасность представляют не только враги. Недостаток воды, инфекции, усталость и погодные условия способны доставить не меньше проблем, чем встреча с хищниками или фантастическими существами. Во время путешествий по неизведанным землям приходится заранее готовиться к экспедициям, искать новые города, исследовать подземелья и выполнять задания. Во время прохождения можно усиливать свое снаряжение с помощью системы чар, улучшая оружие, броню и аксессуары. Также в Definitive Edition доступна механика восстановления нового Сирока, где игрок напрямую участвует в развитии города. Еще издание включает контент дополнения Цароборцы и Три брата, переработанные механики и систему чар с 85 рецептами для улучшения экипировки. Играть можно как в одиночку, так и вместе с другом по сети или на разделенном экране. Благодаря динамическим сценариям поражений и разным вариантам развития событий, каждое новое прохождение может ощущаться по-разному. Интересный факт. В игре нет привычного быстрого перемещения, автосохранения перед каждым выбором и защиты от ошибок игрока. Потеряли рюкзак в пустыне – это уже часть истории персонажа. Большинство квестов имеют скрытые таймеры. Мир продолжает жить независимо от игрока. Города могут быть разрушены, NPC погибнуть, а целые сюжетные ветки закрыться навсегда. Ars Notoria. Начни свой путь простым бедняком, которого призвали в армию королевства для борьбы с нашествием зачарованных. По мере развития сюжета тебе предстоит решать судьбу не только собственной фракции, но и всего королевства. Игра сочетает открытый мир и элементы выживания. Ты исследуешь огромный регион с городами, подземельями, лесами и другими локациями. Выполняешь задания, примыкаешь к разным сторонам конфликта и постепенно расширяешь свое влияние. При этом можно строить сооружения, развивать поселения, нанимать новых персонажей и поручать членам своей фракции различные задачи, пока сам находишься в путешествии. В бою важную роль играет способность связывания душ. Она позволяет переключаться между 4 искателями приключений, каждый из которых обладает собственными навыками, оружием и стилем ведения боя. Можно захватывать духов после победы над врагами и использовать их способности для зачарования оружия, брони и снаряжения. Играть можно в одиночку или вместе с друзьями в кооперативном PvE режиме. Совместно можно проходить сюжет, исследовать подземелья и так далее. Интересный факт. В игре можно комбинировать магию 6 школ и создавать собственные заклинания. Игроки быстро обнаружили возможность получать инструменты высокого качества значительно раньше задуманного прогресса. В обсуждениях это называли фиолетовым стартом, поскольку можно было рано открыть доступ к редким инструментам и ускорить развитие базы. Risen. Именно здесь тебе предстоит стать героем, где от твоих решений будет зависеть судьба всего острова Фаранга, который страдает от таинственных землетрясений и скрывает множество опасностей и сокровищ и тайн. Игра позволяет самостоятельно выбирать путь развития персонажа. Ты можешь полагаться на меч и навыки ближнего боя, совершенствовать свое мастерство или стремиться стать могущественным магом.
По мере исследования мира приходится сталкиваться с различными существами, выполнять задания и постепенно раскрывать тайны всего происходящего. Мир полностью открыт для исследования, но большинство дорог перекрыты монстрами, которые способны убить героя за несколько секунд. Ты должен не следовать уровневым ограничениям, а постоянно понимать, куда пока рано идти. При этом каждое действие имеет последствия, поэтому многие решения способны повлиять на дальнейшее развитие событий. Благодаря этому путешествие по Фаранге ощущается более живым, а исследование острова постоянно вознаграждает новыми открытиями на протяжении более 60 часов игрового процесса. Интересный факт. После расставания с правами на Готик, разработчики из Piranha Bytes оказались в необычной ситуации. Они хотели сделать духовного наследника Готики, но не могли использовать ни мир, ни персонажей, ни даже знакомых монстров. Поэтому Risen фактически создавался как новая Готика без Готики, что объясняет огромное количество похожих механик и дизайнерских решений. Яр, забытый чертог. Отправляйся в Борейские земли, чтобы выяснить, почему леса и все живое вокруг отравлено тьмой. В начале приключения можно выбрать один из 3 путей развития – ратника, волхва или стрелка. После чего перед тобой открывается большой мир, полный опасностей, загадок и маршрутов для исследования. Главный акцент игры сделан на свободу развития персонажа. Здесь доступны активные и пассивные умения, различные характеристики, крафт и множество способов усилить героя. По мере прохождения ты выполняешь задания, а их более 100. Раскрываешь секреты мира, исследуешь разнообразные биомы и посещаешь крупные поселения. Помимо приключений и сражений, в игре хватает мирных занятий. Можно заниматься алхимией, кузнечным и ювелирным делом, зачарованием, рыбалкой, кулинарией и другими ремеслами. В игре огромное количество подземелий и скрытых локаций, причем часть из них никак не связана с основным сюжетом. Их можно легко пропустить, если не исследовать мир тщательно. Также доступны 2 фракции, каждая из которых помогает по-новому взглянуть на мир и путь своего героя. Если ты любитель испытаний, то предусмотрены разные уровни сложности, включая варианты с ограниченным количеством сохранений. Интересный факт. На ранних этапах проект был известен под названием «Древние Руссы». Смена названия была связана не только с маркетингом, но и с изменением масштаба мира и сюжета. Игра постепенно ушла от локальной истории к более крупной. Несмотря на небольшой бюджет, мир содержит множество биомов: болота, выжженные земли, горные регионы, лавовые области и подземные комплексы. Для инди-РПГ, созданной небольшой командой, это довольно редкое явление. Поделись скорее своим мнением об играх, которые ты уже прошел, поскольку есть не только новые проекты, но и крепкие старички. Если захотелось поиграть в одну из игр списка, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки, пишите комментарии, а главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена, всем пока-пока.